Вы когда-нибудь задумывались, глядя в эти загадочные, почти инопланетные глаза своей кошки, кто вы для нее на самом деле? Большинство владельцев живут в иллюзии, что они хозяева, владельцы или просто те, кто открывает консервные банки. Но правда, скрытая за тысячелетиями эволюции, гораздо глубже и трогательнее. Ваша кошка — это пустынный хищник в костюме из меха, чья биология работает по древним протоколам, которые мы часто нарушаем своим удобством. В сознании вашей кошки вы не человек. Для нее вы просто очень большая, на удивление неуклюжая, но бесконечно любимая кошка, лидер ее колонии и главный гарант безопасности. И прямо сейчас на вашей кухне разыгрывается одна и та же сцена. Вы насыпали корм в миску всего 20 минут назад. Ваша кошка подходит, нюхает его, бросает на вас взгляд глубочайшего разочарования и уходит. Но стоит вам открыть новую свежую упаковку, как она бросается к миске с таким азартом, будто не ела неделю. Вы думаете, что она капризничает, что она гурман или просто издевается над вами. Но это не так. Сегодня мы разберем загадочную правду о том, почему ваша кошка лучше ест после открытия свежей упаковки, и узнаем, как наши ошибки в кормлении тихо сокращают жизнь нашего маленького сородича. Часть 1. Иллюзия свежести и биологический детектор яда. Когда ваша кошка отказывается от еды, которая пролежала в миске всего 20 минут, вы, скорее всего, списываете это на ее избалованность. И это действительно может быть одним из 11 признаков того, что ваша кошка официально захватила власть в доме. Однако здесь важно разделить два разных явления – поведенческое и физиологическое. Кошки обладают феноменальной чувствительностью к запаху. Для них запах еды – это не просто аромат, это эволюционный защитный механизм. В дикой природе кошка инстинктивно избегает любого продукта, который начал портиться. Сухой корм, несмотря на свою стабильность, содержит жиры. Как только вы открываете упаковку, начинается процесс окисления. Для вашего человеческого носа корм пахнет одинаково, но для кошки старый корм пахнет прогорклым жиром. Когда она требует свежего из пакета, она не просто капризничает. Ее биологический анализатор говорит ей, этот ресурс теряет ценность. Но если вы каждый раз бежите за новой порцией, вы обучаете ее выученному поведению. Она понимает, что отказ окупается, и вы принесете что-то получше. Это создает ловушку, из которой сложно выбраться, особенно если кошке потребуется лечебная диета по медицинским показаниям. Часть 2. Ловушка безлимитного буфета и статус лидера. Многие владельцы совершают ошибку номер 2. Оставляют еду в миске на весь день. Нам кажется, что это заботливо позволить кошке есть, когда она захочет. Но свободное кормление – это биологический тупик. Кошки – прирожденные охотники. Их метаболизм создан для прерывистого питания, а не для постоянного доступа к калориям. Когда еда доступна круглосуточно, нарушается естественный баланс. Результат переедания, набор веса и стресс для пищеварения. Каждая лишняя ложка корма – это как камушек в рюкзаке, который вашей кошке приходится носить каждый день. Более того, в кошачьей колонии пространство и доступ к ресурсам – это статус. Когда кошка занимает центр дивана, а вы ютитесь с краю, вы участвуете в статусном ритуале и проигрываете его. То же самое происходит с едой. Постоянно полная миска лишает еду ценности. Но когда вы открываете свежую упаковку, вы совершаете акт добычи ресурса. Кошка реагирует на свежий запах как на сигнал. Лидер принес свежую добычу. Часть 3. Почему гранулы с запахом мяса – это не мясо? Вы когда-нибудь задумывались, почему ваша кошка может игнорировать самый дорогой сухой корм, но за 30 секунд съедает кусочек обычной вареной куриной грудки? Ответ прост. Куриная грудка – это настоящее мясо, идеальный белок, максимально близкий к тому, что кошка ела бы в природе. Промышленные корма часто на 90% состоят из наполнителей – кукурузы, пшеницы или субпродуктов, перьев, клювов и остатков туши, которые почти не несут пользы. Искусственные ароматизаторы заставляют кошку верить, что это мясо, но ее организм не обманешь.
Свежеоткрытая упаковка пахнет этими ароматизаторами сильнее. Но со временем запах улетучивается, и кошка видит перед собой лишь пустые кирпичи. Если вы хотите по-настоящему исцелить свою кошку изнутри, вам нужно знать о 16 продуктах с вашей кухни, которые работают лучше дорогих добавок. Например, 1 чайная ложка вареной тыквы помогает выводить шерсть и нормализует пищеварение, а обычное вареное яйцо – это золотой стандарт аминокислот, который помогает восстанавливать мышцы даже пожилым кошкам. Но помните, яйца должны быть только вареными, так как сырой белок содержит авидин, блокирующий усвоение витамина В7, что портит кожу и шерсть. Часть 4. Хроническое обезвоживание – скрытый враг в миске. Самая фатальная ошибка, которую совершают 99% владельцев – кормление только сухим кормом. Представьте автомобильный двигатель с маслом, но без охлаждающей жидкости. Кошки-выходцы из пустыни, их организм запрограммирован получать влагу из пищи. Сухой корм лишает их увлажнения, нагружая почки. Ваша кошка может казаться счастливой, но под блестящей шерсткой ее почки работают на износ. Это легко исправить. Ветеринары называют куриный бульон без соли и лука жидким золотом для кошек. Он не только увлажняет на клеточном уровне, но и содержит коллаген и глицин, которые восстанавливают суставы и защищают печень. Когда вы открываете влажный корм или свежую домашнюю еду, кошка чувствует влагу. Ее инстинкт говорит: это безопасно, это жизнь. Именно поэтому свежая еда всегда привлекательнее сухих гранул, которые пролежали на воздухе. Часть 5. 17 ошибок и как их не повторять. Давайте будем честными, мы все совершали эти ошибки. Но теперь, когда вы понимаете биологию своего сородича, вы можете изменить его судьбу. 1. Ошибка номер 3. Годами кормить одним и тем же. Разнообразие – это не роскошь, а необходимость. Чередуйте белки. Индейку, курицу, кролика. Индейка, кстати, содержит таурин, без которого кошка может ослепнуть или умереть от болезни сердца. Ошибка номер 12. Человеческая еда без знаний. Никогда не давайте кошке еду с солью, чесноком или луком. Чеснок токсичен и разрушает красные кровяные тельца. 3. Ошибка номер 16. Резкая смена рациона. Если вы решили перейти на более качественное питание, делайте это плавно, в течение 5-7 дней, чтобы не вызвать расстройство желудка. 4. Ошибка номер 9. Слепое доверие этикеткам. Читайте мелкий шрифт. Избегайте консервантов БХА и БХТ, которые нагружают печень. Если ваша кошка черная, ее здоровье и окрас напрямую зависят от питания. Нехватка аминокислоты тирозина может привести к тому, что ее угольно-черная шерсть начнет ржаветь и станет рыжеватой. Больше качественного белка и ее суперсила вернется. Часть 6. Как вернуть контроль и любовь? Если ваша кошка будет вас в 3 часа ночи, требуя свежей еды, и вы встаете, вы официально проигрываете статусную битву. Каждый раз, когда вы встаете, вы подтверждаете ей, эта стратегия работает. Помните, кошки устанавливают причинно-следственные связи так же быстро, как дети, но они не перерастают это поведение, если вы не измените правила. Что делать? Установите четкое время кормления. Это стабилизирует уровень сахара и снижает тревожность. Используйте интерактивные кормушки или прячьте еду. Это удовлетворяет охотничий инстинкт, который живет в кошке тысячелетиями. Не бойтесь сказать «нет». Ваш отказ – это на языке кошек форма безопасности. Структура и предсказуемость делают кошку по-настоящему спокойной. Вы ее весь мир. Ваша кошка не может зайти в интернет и прочитать о пользе сардин, которые стоят меньше $1, но содержат больше омега-3, чем любые добавки. Она не знает, что черника замедляет старение ее клеток, а ромашковый чай может успокоить ее нервную систему. Она полностью зависит от вас. Когда вы в следующий раз потянетесь к миске, вспомните. Вы не просто открываете упаковку. Вы совершаете акт биологической любви. Тщательно отмеренная порция, свежая вода и, возможно, пара ягод черники
или ложка куриного бульона– это те сигналы, которые говорят вашей кошке «я тебя слышу», «я тебя понимаю», «ты в безопасности». Берегите своего маленького хищника. Помните, что для вас кошка– это лишь часть жизни, но для нее вы и есть вся ее жизнь. Начните менять ее судьбу прямо сегодня. С одного взвешенного приема пищи, одного медленного моргания и осознания того, что ее привередливость– это лишь крик о помощи ее древних инстинктов. Потому что в конечном итоге, в этом огромном и часто холодном мире, ваш голос– это ее музыка, ваше присутствие– это ее безопасность, а ваша осознанная забота– это ее единственный шанс на долгую и по-настоящему счастливую жизнь рядом с вами. Посмотрите на свою кошку прямо сейчас. Она только что медленно моргнула вам, признавая ваше лидерство. Напишите в комментариях, какой продукт из кухонной аптечки вы добавите в ее миску завтра утром. Давайте вместе учиться понимать этот великий молчаливый язык любви.